Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Сегодня у меня новая бутылочка. Очень долго я ее делала, потому что дома ремонт, совершенно не хватает времени. Вот, наконец-то доделала. Вот. Зимний декор, зимний декупаж. Бутылочку, как всегда, мы обезжириваем и грунтуем белой акриловой краской, чтобы потом наклеить распечатку. Чтобы распечатка, картинка наша смотрелась ярче, поэтому и грунтуем белой краской. Распечатку, видите, немножечко я так почикала, потому что бутылка неровная. Чтобы распечатка легла более-менее, поэтому я вот вырезала такие маленькие уголочки. Наклеиваем на клей ПВА и хорошо выгоняем воздух. Где получаются у нас складочки, это ничего страшного, лишь бы вот по центру, видите, я разгладила, а краешки сверху, ну и пусть там будут складочки. Ровнее все равно картинка не ляжет. Вот эти складочки мы все равно заделаем шпатлевкой, их видно совершенно не будет. Сверху опять же мы покрываем ПВА и сушим. Когда наша картинка высохнет, покрываем акриловым лаком, чтобы защитить нашу картинку. Если мы чем-то случайно попадем на картинку, там краской или шпатлевкой, с лакового слоя очень все легко отмоется. После лака опять сушим и оклеиваем оставшуюся всю бутылку салфетками, опять же на клей ПВА. Многие не оклеивают, вот, но я люблю, чтобы все было понадежнее. На салфетках все-таки шпатлевка держится намного лучше, чем просто на голом стекле. Салфетки обязательно сушим. На улице зима, правда, снега у нас в эту зиму что-то вообще нету. А хочется прямо настоящую русскую зиму. Теперь я обматываю джут вокруг горлышка и вокруг ручки. Также с помощью клея ПВА. Обязательно джут хорошо пропитываем ПВА. А на металлическую крышку я все-таки решила джут наклеить с помощью клея момента. Это быстрее. Но здесь джут тоже следует пропитать ПВА потом прям сверху кисточкой.
Вот у меня шпатлевка на основе ПВА, она такая густая, хорошая и не трескается при высыхании. Накладываем шпатлевку слой 0,3-0,5 миллиметра, ой, сантиметра. И я заготовила вот разные сухоцветы и накладываем на шпатлевку, слегка вдавливая. Это у меня вот сорняк какой-то. Там, где нет сухоцветов, вот горлышко, там просто неровно накладываю шпатлевку. Она тоже очень красиво смотрится. Кисточкой обязательно вот около картинки разравниваем, чтобы там не было толстого слоя. Как бы растягиваем шпатлевку. И как раз она вот закрывает наши складочки. Это я с юга привезла туя. Все высушила, все травки высушила. По низу, видите, немножечко потолще накладываю. Это вот, как он, вьюн, что ли, бешеный огурец. И это как бы вот из серединки я достала, там как губчатая такая штучка интересная. А это вот веточки вот прям вообще недавно сорвала. Шла по улице, они вот прям сухие стоят. Ну, тоже, видимо, сорняк. На бутончиках такие, как пышные, такие, как шишечки. Но они, главное, такие хорошие, не распадаются. Это вот бешеный огурец. Это папоротник, сердцевина. Он вот осенью почему-то встает вот такой вот коричневый, и причем мягкий. Сухой, но он мягкий. Тоже не разваливается, ничего, и можно, видите, вот так его расправить.
Папоротник вообще вот находка. А это веточки я вытащила из букета цветов. Тоже такие прямо высохли они. И крепкие, не ломаются, ничего. Прекрасные. Даже если сейчас у вас не припасено вот никаких сухоцветов, можно зайти в цветочный магазин и там посмотреть. Вот они оформляют букет, у них много всяких веточек. И сохнет, причем это очень быстро. Я положила в книжку и, по-моему, через неделю уже вытащила, посмотрела, они были сухие. Теперь вот по низу, где картинка наша, там видите как бы вода, как речка под мостик уходит. И тоже как бы имитирую, ну, волны, что ли, течения кисточкой. Теперь вот шпатлевка, я уже говорила, она такая густоватая, да, густая. Я немножечко разбавила ее клеем ПВА, так, чтобы можно было ее брать кисточкой и как бы рисовать шпатлевкой. И немножко добавляю. Здесь вот я решила крону дерева сделать, чтобы она более такая выделялась. Ну и там, помните, у нас складочки сверху, чтобы все это скрыть. Можно так сделать. Все, когда у меня шпатлевка высохла, обязательно покрываем все сухоцветы акриловым лаком. Это нужно для того, чтобы при окрашивании потом сухоцветы не размокли от краски. Краска же на водной основе, там присутствует вода. И сухоцветы быстро в себя воду впитают. А под лаковым слоем они ничего не впитают, они так и останутся в сухом состоянии. И лак еще, даже где-то что-то, если у вас не приклеилось, да, с помощью шпатлевки, или вот как сейчас вот я вот эти шишечки, да, промазываю, там же они такие прям мелкие-мелкие, как у них тычиночки. То есть все под лаком, это все схватывается и будет держаться очень крепко и долго. И обязательно хорошо сушим. И как высохнет, можно будет приступать к окрашиванию. Я вот здесь вот весь процесс не стала, как я красила, показывать, потому что видео было бы опять долгое. Вот. Просто я смешиваю, у меня, видите, синяя краска, белая краска акриловая и фиолетовая. И все это по-свежему, например, наношу синюю, туда же подмешиваю кисточкой местами фиолетовую, где-то разбавляю с белой.
И она получается такая вот неровная, фиолетово-синяя, что-то такое. Ну и на картинке там розовый цвет присутствует. Туда розовую добавила. Немножко желтой добавила вот вниз, где вода, там как вот эта церквушка, оттуда падает свет, да, такой золотистый свет. И дает такие отблески на снег и на воду. Туда немножечко желтенькой добавила. То есть путем смешивания нескольких красок получается очень даже такие красивые цвета. И главное, что они неровные. Но здесь, в принципе, можно рисовать, пока вам не понравится результат. То есть покрасили, не нравится, можно что-то добавить, потом опять что-то добавить, какой-то цвет. А здесь вот там елочка у меня еще на картинке, и она как-то у меня потерялась. И вот черной красочкой я решила ее немножко выделить, прямо штришками. И ствол у дерева. И всю оставшуюся бутылку я также всю окрашиваю. И джут, и крышку, и ручку. После того, как краска высохнет, губкой и белой акриловой краской, губкой полусухой, сильно много на нее краски не надо набирать. Я ее убираю на листочек лишнюю. И вот такими движениями наносим белую акриловую краску. Получается очень эффективно, эффектно, как снег. Можно нанести первый слой, а потом чуть-чуть она быстро сохнет, чуть подсохнет, и можно где-то местами добавить белого. Немножко захожу на картинку, как бы припудряю так снегом, припудриваю.
И сразу наши сухоцветы, видите, как выделяются красиво. Мне вообще вот эта техника Терра очень нравится, я люблю. Итак, покрываем всю бутылку. И не забываем про донышко. Донышко тоже окрашиваем. После того, как белый акрил высохнет, я добавляю немного золота, также полусухой кисточкой. Потому что на картинке присутствует вот это вот свечение света золотого. Слегка. Все, после высыхания покрываем бутылочку акриловым лаком, можно аэрозольным. Аэрозольным даже будет проще и быстрее. Но в этот раз я просто кисточкой покрыла. И все, наша бутылочка готова. Спасибо. Ой, что-то еще и горло приболело у меня. Спасибо вам большое за просмотр, за подписки, за ваши хорошие положительные комментарии. Спасибо вам большое. Вот, до новых встреч. До свидания.